Друзья, всем привет! Некоторое время назад я вам уже показывал вот такой вот алюминиевый корпус для Raspberry Pi, который я купил для третьего поколения этой платы. И как видите, я его уже собрал, но так как при сборке у меня не было под рукой нормальных термоинтерфейсов, я использовал вот такую вот прокладку из слюды. Этот кусочек у меня остался еще с тех времен, когда я сборкой усилителей увлекался. Я собрал корпус на вот такую вот термопрокладку, которую промазал термопастой. И в принципе корпус уже справляется с легкостью со своей задачей, но конкретные цифры я приведу ближе к концу ролика. И также я заказал вот такие вот два варианта термопрокладок у китайцев. Они заявляют, что это 3М-овские термопрокладки с какими-то определенными каталожными номерами, ну не знаю. В общем, сегодня я еще два вот этих варианта хочу проверить. Итак, как будет происходить тестирование? Для того, чтобы нагрузить все ядра процессора Raspberry Pi, я буду использовать вот такой вот скрипт, который запускает 10 проходов утилиты Sysbench, который будет нагружать процессор 4 потоками. Теперь для сбора данных о температуре я буду использовать вот такой вот питоновский скрипт. Подробно, как он устроен, есть хорошее описание на официальном сайте Raspberry Pi, ссылку я оставлю в описании. Скрипт читает температуру процессора и также каждую секунду пишет это значение в CSV файл, для того, чтобы в последующем можно было проанализировать, и также выводит вот в виде такого графика, просто для контроля процесса. Отмыл плату и корпус от остатков термопасты. Сейчас хочу еще одну штуку сделать. Вот здесь на деталях корпуса, на выступах, есть достаточно ощутимые неровности. Я хочу попробовать мелкой наждачкой их снять. Особенно вот здесь заметно. То ли это капля краски, то ли дефект литья. Но большой слой снимать не буду, чтобы не увеличивать зазор. В общем, вот что у меня в итоге получилось. Как видите, я сильно не усердствовал, небольшие неровности все же решил оставить. Вот на этой детали, кстати, именно дефект отливки был, вот здесь на этой площадке. Ну и чтобы понять, был ли смысл вообще это делать, я еще раз сейчас соберу этот корпус в том же варианте, то есть на слюде и термопасте, и посмотрю, есть ли какие-то изменения по температуре.
Давайте посмотрим на результаты тестов. Первый тест был с прокладками из слюды, корпус еще был недоработан, и максимальная температура процессора Raspberry Pi составила 64,5 градуса, что уже неплохой результат. Тут до перегрева еще очень далеко. Пропускать такты процессор начинает примерно при 82-84 градусах. Следующий тест был уже после доработки корпуса, то есть когда я наждачкой сточил краску и неровности на площадках, прилегающих к микросхемам. И температура должна была немного снизиться, но она повысилась где-то в среднем на 1,5 градуса. Но здесь, правда, мой косяк. Дело в том, что первый тест я делал до обеда, а второй после обеда, и, возможно, именно в комнате температура на эти 1,5 градуса и увеличилась. В принципе, я думаю, разницы здесь не должно было быть, либо немного ниже должна получиться была температура. Следующий тест с прокладками 3M8810 толщиной 0,25 мм. И тут мы видим, что температура еще немного увеличилась, 67,7 градусов Цельсия, максимальная температура, которая была достигнута в ходе теста. И в принципе это тоже неплохой результат и хорошая альтернатива прокладкам из слюды. Дальше были еще одни прокладки 3M-овские 9448А, которые были толщиной 0,15 мм. И я думаю, что именно из-за этого здесь температура существенно подросла, максимальная составила 75,2 градуса Цельсия. И, кстати, это было хорошо видно, когда я разобрал корпус, и на прокладках остаются отпечатки от корпуса. Так вот, там было видно, что пятно контакта было меньше, чем в предыдущих тестах. И именно это, я думаю, явилось причиной такого результата. Ну и последним тестом я провел такое же тестирование, но уже вообще без корпуса и какого-либо охлаждения. И в этом случае процессор мгновенно разогревается до 82-84 градусов и начинает пропускать такты. Там тест на самом деле был дольше, я просто обрезал оставшееся время, чтобы графики заканчивались в один и тот же момент. Вот такие результаты. Для себя я какие сделал выводы. Для меня неожиданностью было то, что прокладка из слюды достаточно хорошо работает по сравнению с вот этими 3M-овскими наклейками. В принципе, я бы, наверное, использовал прокладки из слюды, но я не хочу возиться вот именно с термопастой, смывать ее, заново наносить при разборке корпуса. Поэтому я, пожалуй, оставлю прокладки 3M 8810. Они мне вполне понравились и по результатам практически соответствуют прокладкам из слюды. Вот, надеюсь, ролик был полезен. На сегодня у меня все. Желаю всем удачи и успехов. Пока.